Друзья, всем привет! Продолжаем мою рубрику CryptoPassive. Поехали! В моих предыдущих видео я вам уже рассказал о моих главных криптоботах, которых я написал. Быстренько по ним пробегусь, чтобы освежить вам память. Самый главный мой бот — это EMA-бот по биткоину, который мониторит сигнал EMA и при наличии сигналов отправляет мне смс в мой телеграм-канал. Также я написал бота по индексу страха и жадности, который мне каждый день присылает в мой телеграм-канал индекс страха и жадности, как напоминание. Бот по сентименту, очень сложный бот. Чтобы закончить данного бота, мне пришлось очень серьезно поработать. И в последнем видео я вам рассказывал о памп-дамп боте, который чекает наличие пампа и дампа по биткоину и присылает мне сигнал в телеграм-канал мой. Друзья, даже если вы напишете всего одного бота, вы столкнетесь с проблемой, будете постоянно задумываться, как там у него дела. Работает ли компьютер, не отключили ли свет, не завис ли сам скрипт, не отключили ли интернет. Написав множество ботов, я столкнулся с тем, что постоянно начал заглядывать в свободное время в рабочий компьютер и постоянно смотреть, что же там происходит, работают ли они, все ли нормально, каждый бот, каждый скрипт я открывал и просматривал, не завис ли он. Я задумался о том, что неплохо было бы придумать какое-то решение, которое будет все это делать автоматически и мне присылать только отчет, все в тот же мой телеграм-бот. И я написал такого бота и назвал его чекбот. Значит, в чем заключается основная суть данного скрипта? Данный скрипт подключается к лог-файлам других моих скриптов и просматривает постоянно данные лог-файлы на наличие обновления информации. Если информация обновляется в этих лог-файлах, система в норме. Если же какой-то из скриптов перестает обновлять логи, значит это говорит о том, что скрипт прекратил свою работу по какой-то из причин, которую нужно идти выяснять уже самостоятельно. Быстренько пробегусь по заданию. Привет, нужно написать качественный скрипт на Python 3.11, который будет раз в 30 минут сканировать логи других моих скриптов. И при обнаружении отсутствия обновления лога одного или нескольких скриптов на протяжении 90 минут скрипт будет слать мне смс в Telegram-бот с текстом: внимание, бот, имя данного бота не обновляет логирование. Необходима диагностика. Добавим эмодзи в смс, чтобы было веселее. Подытожим. Чекбот сканирует каждые 30 минут логи других ботов. Если видит отсутствие обновления на протяжении 90 минут, шлет смс в Telegram-бот. Сам скрипт, дальше я описываю то, что описывал и для всех остальных моих скриптов. Саму структуру скрипта я ее сейчас перечитывать не буду. Кому интересно, можете посмотреть в предыдущих видео. В данный момент у меня появилась мысль: стоп, а как я буду понимать данный скрипт, работает ли он, или буду теперь заглядывать, работает ли данный скрипт, который проверяет все остальные мои скрипты. Чтобы исключить этот замкнутый круг, я вот что придумал. Чтобы я мог иногда чекать самого чекбота, не повис ли он сам, добавь ему самоотчет раз в 60 минут, пусть шлет мне смс в тот же Telegram-бот с текстом: все системы в норме, я контролирую. Плюс пару эмодзи. По данному самоотчету в конфиг вынеси настройки, чтобы можно было регулировать как интервал, так и задавать период отчета, например, с 7 утра до 12 ночи. Это очень удобно, потому что если он вам по ночам присылает отчеты, может мешать, кто не отключает на ночь телефон или звук. То есть я настроил так, что он мне присылает по определенному графику раз в час отчет в мой Telegram-бот. Сейчас вам покажу даже, как это выглядит. Выглядит это вот так, дорогие друзья. То есть он мне не присылает отчеты в мой главный телеграм-канал, туда приходят только сигналы от остальных моих ботов. Отчеты же он мне присылает через моего отдельного бота, и через него он мне присылает отчеты вот в таком виде: все системы в норме, я контролирую. Это очень удобно. Таким образом, бот контролирует остальных ботов, а я его контролирую с помощью данных отчетов. Я вижу, что каждый час приходят отчеты. Если я не буду видеть отчеты, я пойму автоматически, что мой чекбот впал в какую-то аварию, по какой-то причине он перестал работать. Давайте я вам покажу на примере моего EMA-бота, о чем я конкретно говорил. Вот мой данный скрипт по сигналам EMA, который записывает логи, логирует каждый свой чих вот в таком вот файле. Посмотрим самые свежие данные за сегодня. То есть он логирует практически каждую секунду своих действий. Основные действия он оповещает мне раз в час. Если он видит, что здесь информация перестала обновляться, например, то мой чекинг-бот, он бы мне просигнализировал: смотри, обрати внимание, EMA-бот не обновляет логирование, перестал по какой-то причине работать, нужна диагностика, нужно проверить. Друзья, создав данного чекинг-бота, я невероятно облегчил себе жизнь, потому что у меня реально начала пухнуть голова от мониторинга всех этих ботов, которые я понаписывал. В один прекрасный момент я просто сам себя спросил: а какой смысл был писать всех этих ботов, если теперь мне же нужно их и контролировать каждые 5 минут. Поэтому было принято решение придумать какого-то бота, который будет мониторить других моих ботов. Вот скажу пару слов о ситуации по рынку на сегодняшний день. Значит, как я и думал, пойдут дальше вниз на коррекцию. Так это и произошло. По биткоину уже даже сходили на 89. Значит, если бы следовал сам своей же стратегии, то на данном этапе, что бы получилось? Вот здесь на 200-й EMA по дневному таймфрейму это был бы только первый вход по моей же стратегии на 1/4 часть от депозита. Это был бы первый вход по цене 107 приблизительно. Второй добор был бы у нас в районе 100-101 от зеленой EMA на недельном таймфрейме. Почему на недельном? Потому что на дневном мы уже здесь все отработали, ушли под дневные EMA. Поэтому переходим на недельный график. И смотрим, здесь был бы второй добор по цене 100-101. Дальше был бы третий добор по цене 97, и то его можно было бы, наверное, пропустить. Посмотрим, какая разница была. Меньше 4%. Ну, собственно,
можно было бы и пропустить, наверное. Наверное, нужно взять за правило хотя бы 5% дистанцию для добора. Ну, даже если бы и не пропустили. Первый вход, второй, третий вход. И сейчас на данной Эмма, это у нас 85-я скорость, Эмма 85 фиолетового цвета, это был бы только четвертый добор, вот последний, да. Среднюю бы цену мы получили где-то вот здесь, которая была в районе 100 бы, что было бы очень неплохо, допустим, да, которую можно было бы, если цена вернется сюда, это было бы и сопротивление интересное, и как раз средняя цена, по которой у нас бы позиция вышла бы в ноль. Здесь ее что можно было бы сделать? Ее можно было бы заполовинить. Смотрим, как развивается рынок сейчас, если там по экономике США все ухудшаться будет только и пойдет дальше коррекция, то здесь можно было бы заполовинить, допустим, позицию, оставить 50% по цене 100 и смотреть дальше. Если рынок пойдет корректироваться глубже, я думаю, он сходит где-то на 80-82, где-то сюда может сходить еще. Если пойдет еще глубже, то докупить здесь. Таким образом мы вышли бы на цену приблизительно вот 93-94 среднюю. Но увы и ах, депозит засажен на хаях, поэтому остается только ждать. Но если следовать вот такой элементарной стратегии, то можно было бы удачно набрать позиции, скажем. Будем посмотреть дальше, как будет развиваться рынок, будем следить за отчетами от интеллекта, пока он переобувается. Как только рынок чуть проседает, каждые 5% он переобувается и говорит, что а вот может пойти еще чуть ниже, а вот может пойти еще чуть ниже. Но естественно, что может пойти. Если уже пошло, то, конечно, может пойти. Особенно если посмотреть карту ликвидаций, то ликвидности в этой зоне еще очень-очень много. И вот я думаю, вот туда, в район 82, еще сходят, снимут ликвидность, и после этого, возможно, будет рост. Надеемся, что так и будет. Как ни странно, данный пласт ликвидаций совпадает с одной из моих Эмма, которая тоже отмечается на цене 82-83. Это у нас 110-я скорость. Как раз совпадает с пластом ликвидации, и вот могут еще сходить, снять всю эту ликвидность, и после этого только дать какой-то рост. Повторюсь, если бы даже это был у нас четвертый вход, и средняя цена была бы 100, ну это было бы 20% просадки, что в принципе не так и много. Если это спот, то 20% пересидеть, можно и 100% пересидеть на споте. Самый главный вопрос в том, чтобы цена потом вернулась туда, где открыта ваша позиция. Вот и все. Друзья, что хотел сказать по рынку, сказал. Буду дальше наблюдать за своей же стратегией. В моем телеграм-канале мои скрипты присылают сигналы, присылают отчеты. Кому интересно, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда также периодически скидываю отчеты от интеллекта, которые интересны. И бывает не каждый день, потому что часто они просто повторяются, как бы новой информации значимой не поступает, и интеллект просто практически повторяет слово в слово предыдущий отчет, который мало чем отличается, то такие отчеты я пропускаю. Но интересные отчеты я скидываю, пока до конца года подержу их, понаблюдаю, посмотрим то, что он обещал, сбудется ли, потому что он обещал после коррекции биткоин 140-150, посмотрим, будем наблюдать просто даже от любопытства, от интереса, и будем двигаться дальше. Оставайтесь со мной, если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, пока-пока.